Так, многие спрашивали меня показать парфюм и протестировала ли я его, который несколько дней назад мне приехал из Берлина. Его мне подарили Евгения и Карл. Мне очень понравился аромат, спасибо большое, я его уже протестировала. И я же не знала, что название вот здесь вот переводится. Ну, я, вернее, как-то не обратила на это внимание, а подписчики уже написали, что это переводится как «живой». Поэтому так вот символично получилось. Так что мне понравился. Доброго всем дня! Сегодня у нас 12 октября 2023 года. Всем привет! Скажи всем привет! Всем привет! Вот так вот радостно. Я продолжаю свой видеодневник и... Стой, иди сюда, там машина может выехать. Мы с Амираном идем по важному делу. У нас сегодня прекрасная погода. Светит солнышко, голубое небо, но очень сильный ветер. Я надеюсь, вам хоть что-то будет слышно, потому что, думаю, услышите. Переснимать я не буду, мы идем по важному делу. Амирана не с кем было оставить, все ушли, а у Норы уроки. Нора не может глядеть за Амираном, ей надо заниматься. Поэтому мы вместе идем решать свои дела, свои вопросы. Страшный какой-то просто ветер. Ой. А мы идем благодаря нашему ангелу-хранителю. Так, одну проблему решили, слава Богу. И я хотела бы сказать свои наблюдения. Я спрашивала у своих знакомых за вчерашний, позавчерашний день. Был у меня такой соцопрос. Что люди думают по поводу зимы? Два моих знакомых, две семьи из моих знакомых, они уже установили у себя дома буржуйки. У них частные дома. Они вывели трубу, сверлили стены, сделали вот эту вот вентиляцию. В буржуйке ведь на самом деле ничего сложного нет. Можно купить буржуйку, да, поставить дома, все, бери, топи. Самая большая проблема заключается в том, чтобы сделать отверстие, куда будет уходить дым. Вентиляционное отверстие. В общем, они все сделали. Вызывали мастеров, там им все просверлили стену. Вывели туда трубу на улицу. Дрова еще не закупали. Дрова дорогие. Машина дров стоит сейчас, по-моему, 6 тысяч гривен. Но это не точно, это так. Навскидку мне кто-то сказал, поэтому эту информацию еще надо перепроверять. Я так понимаю, этого хватит где-то на месяц. И вообще, как сказала мне когда-то моя мама, что ты не представляешь, что такое топить дровами. Это нужно постоянно кидать дрова. Это и ночью просыпаешься и кидаешь, и кидаешь. В общем, когда я так с легкостью сказала, что мы будем, наверное, и буржуйку покупать, она такая говорит, это не так легко, как ты думаешь. Мама моя топила когда-то печку у бабушки в деревне, когда у бабушки еще был дом. А я вообще никогда в жизни этого не пробовала, все впервые. Но я могу сказать, что страха вообще никакого нет. И у меня какая-то есть уверенность, во-первых, что все будет хорошо. Но даже если возникнут какие-то сложности с отоплением, давай руку. Я не знаю, у меня какая-то такая уверенность, что все это решаемо, все можно сделать. И подзарядиться, и прогреться. В общем, все будет нормально. Вторые мои знакомые утеплили дом. Они живут в 9-этажке, кстати, на последнем этаже. Они вызвали, у нас делают, я не знаю, во всех странах это делают или только в Украине. Есть у нас такая услуга. Берут со стороны улицы панельные дома, в основном кирпичные, я думаю, нет смысла утеплять. А панельные, они легко продуваются, и их берут, утепляют. Такие службы специальные. Они их утепляют пенопластом, чем-то еще, и потом это все замазывают.
Я вот если буду как-то идти по городу, я вам покажу, как это примерно выглядит. В общем, люди заказали такую услугу. А некоторые вообще не парятся, говорят, что будет, то будет, но это в основном люди, которые взрослые, у них нет маленьких детей в доме, они как-то такие, ну и неважно, будет холодно, пойду в супермаркет греться, ну как-то вообще, или пойду там к знакомым, пойду к друзьям, у кого есть дома частные с печкой. Ну как-то вот так вот люди, ручку, вообще не парятся на этот счет, некоторые. Поэтому паники никакой вообще не вижу, никто не уехал. Если на прошлую зиму люди уезжали активно, то на эту зиму я вообще не вижу, чтобы кто-то куда-то, у меня ни одни знакомые город не покинули, чтобы где-то перезимовать эту зиму. Все остаются, все в себе уверены, у каждого свой вариант решения, ну, по крайней мере, он есть в голове. Ну, а там уже с Божьей помощью и как будет. Как будет, предположить, естественно, никто не может. Но я поспрашивала, мне было интересно, у кого как, и поэтому я для себя сделала определенные выводы. Я так думаю, что... Кстати, по поводу... Вот у меня многие спрашивали по поводу камина. По поводу камина я искала все лето мастера. У меня была такая стопроцентная уверенность, что я найду мастера и за лето подготовлюсь к зиме. Как оказалось, мастера-печника найти не так-то просто. Трубочиста я нашла. Но там нам должны были переложить всю эту печь. Камин, печь, не знаю, как это назвать. Это было в дореволюционном доме. Причем оно есть в одной комнате, там, где вы когда-то видели на стриме. И есть еще печь в другой комнате. Она заложена. Ее тоже нужно желательно перебрать. В общем, мастеров такой сложности я не нашла. Пару человек мне советовали, пару подписчиков мне советовали своих людей. В общем, я встретилась с мастерами, когда они ко мне пришли, оказалось, что они сказали, что нет. Мы не можем там, я не знаю, как это называется. В общем, они столкнулись с какой-то проблемой, которую сделать они не могут. В общем, с камином вот так вот получилось. Не знаю, возможно, после войны вернутся мастера в Харьков. И все-таки хотелось бы сделать камин. Но, тем не менее, будем решать как-то проблему и без камина. Можно... Есть разные пути обогрева. Как-то будем греться. Давай ручку. Перезимуем. Тут туда-сюда уже скоро новогодние праздники, а потом раз уже и весна скоро, не за горами. Так что как-то в уныние никто не впадает. Слава Богу, все хорошо. Друзья, не забывайте подписаться на канал. Кто еще не подписан, поставить лайк. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните, самое главное, что все войны заканчиваются миром.